Ребят, смотрите, что здесь есть. Всем привет, сегодня у нас на обзоре вот такая вот коробища. Здесь 50 моделей, как написано вот справа сверху. Посмотрим, что там внутри. Мне, допустим, очень интересно, потому что мы видим первый ряд моделей, но мы не знаем, что находится там внутри. И сейчас мы обязательно это узнаем. Сколько это стоит и окупится ли эта коробка? Что визуально, ребят, она уже окупилась, потому что это крутой подарок. Сейчас праздники как раз. Взять вот такую коробку и положить там под елку, либо на какой-то другой праздник. Это прям крутой вайб. Она уже окупается в плане визуальности, подачи. Это круто. Но, естественно, нам хочется посмотреть, окупится ли она, скажем так, финансово. Есть ли внутри очень крутые модельки, которые ценятся. Узнаем, есть ли там ТХ. И самое главное, если там СТХ. Если там будет СТХ, ребят, это будет просто разнос. Коробка настолько большая, что даже с трудом влазит в кадр. Аккуратненько вскрываем. И что нас встречает? Нас встречает здесь такой логотип, который не видно снаружи. Сделан вот так вот интересно, можно вот так достать. Прикольно, удобно. О, ребята, вот это прям красиво, красиво. Так как поставить можно, вот тебе и полочка. Также здесь еще внутри модели, вон там лежат. Мы достали содержимое коробки. Вот это мне очень нравится, смотрится стильно, прикольно. А какие модельки здесь ценятся? Понятное дело, что все реал-кары ценятся, кроме вот этого, фантазийки. Все остальные стоят плюс-минус, ну, где-то 300 рублей на рынке, скажем так. Ну, 250, если бы вы брали в детском мире. Данные модельки обошлись чуть-чуть дешевле. Там есть скидка. В конце цену скажу. Так что вот по этим моделькам можно сказать, что реально окуп, они идут в плюс, кроме вот этих двух. Некоторые здесь модельки вообще на вторичном рынке стоят, ну, достаточно много. Пиши, в каком году ты смотришь это видео, и пиши, сколько у вас сейчас в вашем году стоит вот эта модель. Сперва начнем вот с этих. О, достаточно прикольненькая, желтенькая. Какой-то год. А это 23-й год, ребят, все-таки. Вот это тоже достаточно интересная модель. Не фантазийка. Кстати, пока меня радует. Здесь фантазийки есть, ребят. Сейчас посмотрим, насколько их тут много. Вот это прикольная моделька в коллекцию. Кто собирает Dodge Viper, думаю, им очень будет интересно. Так, вот эта прикольная модель. О, вот это, кстати, в теории могла быть СТХ-шкой. Это было бы, конечно, очень круто, если бы она и была сейчас СТХ. Я думаю, сейчас бы все ломанулись покупать эту коробку. Нет, это, к сожалению, обычная моделька. Но здесь по колесам видно и по цвету. Так, смотрим, вот эту мы тоже встречали в детском мире. Кстати, вот такая моделька вроде как существует. Так что это не фантазийка. Хотя я думаю, что это фантазийка. Так, вот этот поршик прикольный. Достаточно ценный. В принципе, через пару лет он будет хорошо стоить. Ну, железка, да, ребят, вот железка это минус. Вот это не окуп. Вот у нас первая моделька, которая, можно сказать, в минус. Потому что, ну, фантазийки плюс-минус там стоят, ну, 100-150 рублей на вторичном рынке. Но если вы берете набор не взрослому человеку, а, скажем так, ребенку, либо взрослому человеку, который любит фантазийки, это все равно круто. Еще у нас фантазиечка. Да, ребят, модели 23-го года. По сути, свежий и достаточно кейс. Так, вот такой вот корветик беленький. Достаточно интересно смотрится. Это вообще такая а-ля журнальная тема. О, субаник вообще классненький, беленький, четенький, прикольный. Это у нас типа Базазоку, только фантазийка. Так, Вен 70-й. О, ребят, смотрите, Делориан есть. Вот Делориан это, конечно, круто. Так, а что посмотрим по колесам у него? Просто вот замечал, что у многих Делорианов есть проблема с задним колесом. Так, ну, в принципе, эта моделька особо не исключение. Камара. Камара СС, беленький. С парашютом сзади. Джип. Черный, не серый. Просто многие путают. Из-за того, что здесь блики, думают, что это серый. Нет, это черный. Вот это у нас похоже на фантазийку. Додж прикольненький, зелененький. Но не прокрашен, к сожалению. А жаль, хотелось бы, чтобы был прокрашен. Перебираемся к тому, что лежит здесь. Унитаз. Не, унитаз, конечно, это такое смешно. Чисто юморная машинка. Ребят, такую новую я тоже себе брал. Хотел снять с нее декали, но пока руки не дошли. Напиши в комментариях, снять такой ролик, либо он уже не актуален. Потому что я уже неоднократно показывал, как это делать. Так, Дукати, мотоцикл. Так, не помню, какая здесь ТХ-шка, но сейчас, я думаю, мы вспомним. Форд. Ну, на любителя, но помню, у нас в VIP кто-то брал себе такую модельку. Вот эта моделька достаточно интересная была в начале. Fiat 500E.
многие ее даже хотели получить. Так, все модельки одного кейса, по сути. Фантазийка. В теории я вот предполагаю, что если мы здесь встретим ТХ, значит тут можно найти и СТХ. Надеюсь, я ее не пропустил. Так, тележка, помню, брал такую красную. Фантазиечка. Да, фантазиечки встречаются достаточно много. Так что, ребят, по окупаемости все плохо. О, Nissan синенький. Но могу сказать, что круто, допустим, если вы пропустили какой-то кейс и хотите, типа, скажем так, найти какие-то модели, которые уже, нельзя найти, можно в теории взять такой кейс. Единственное, что делать с фантазийками, не знаю. Надеюсь, у вас есть кому их подарить, да ладно! Ребят, смотрите, что здесь есть. Понятное дело, что часово на рынке можно взять за адекватные деньги, там, в районе 500 рублей, там даже меньше. Но все равно круто. Мерседес, хорошая прорисовка, все отлично, никакого эррора. Но все равно круто, круто. Лайк за Мерседес в коробке. Так, дальше идем. Так, еще фантазиечка. Короче, здесь фантазиечки пошли, да? А, нет, вот вижу там Porsche. Так, вот эта, кстати, моделька прикольная. Кто не знал, у нее, если ее разобрать, у нее там сзади будет виднеться машинка. То бишь, внутри машинки стоит еще машинка. Он там сзади на задней полке. В принципе, прикольная. Но на любителя. Так, аудюшка. Вот проблемная аудюшка на самом деле. Сколько ее не встречал в детском мире, всегда были проблемы с декалями. Сейчас посмотрим. Здесь исключения нет. На самом деле нет. Вот я вижу, есть на переднем крыле какие-то точки. То есть белые точки проглядываются. Это декаль такая чуть отвалилась. Короче, капризная моделька. Сейчас, кстати, подобное вышло в преме. Только с номером 23. Так что, кто любит такие модели, ищите премку. В премке все хорошо. Так, и Porsche у нас, в принципе, неплохо. Неплохой наборчик. Сейчас все сложу аккуратно, выложу самое интересное. Ребят, это все модельки из коробки, самые ликвидные. Так что считайте, сколько стоит. Но, в принципе, вот эти модельки это окуп. И 17, ребят, моделек у нас фантазийки. К сожалению, да, фантазийки это, скажем так, не окуп. Если коллекционер собирает фантазийки, то, я думаю, для него это хорошо. Пишите в комментариях, как вам такой кейсик. То, что там Мерседес черный есть, это реально круто. К сожалению, не нашли мы ТХ-шку. Нашли потенциальную СТХ-шку. Вот, потенциально у нас СТХ-шка есть. По поводу Мерседеса. Вот я что-то не помню. Напишите в комментариях, эта модель идет как СТХ с этим Мерседесом черным. Мне кажется, нет. Короче, я что-то подзабыл. Такое ощущение, что нет, ребят, что здесь нельзя найти ТХ, нельзя найти СТХ. За коробочку большое спасибо подписчику. Ему респект, дал ее посмотреть. Сам бы я, наверное, вряд ли осилил бы купить ее. Больно это как-то было для меня необычно. И не понимал, что там вообще ожидать. За это теперь мы все знаем, что там можно ожидать. И сами вы сделаете вывод, нужна ли вам эта коробка, либо нет. Кстати, цена ее была там 11 тысяч с копейками. Вот и считайте, окуп это или нет. Со всеми прощаюсь. Пока-пока.